Всем привет, меня зовут Екатерина Афанасова, и вы на моей страничке Рина Сова. Сегодня у нас вот такое великолепие. Я сейчас покажу вам, как делала этот дизайн в корейском стиле. Ногти свои достаточно хорошие, но кожа очень влажная. Здесь вот я пытаюсь показать, что ногти свои достаточно крепкие, но кожа очень тонкая, мягкая, нежная, поэтому я с минимальным давлением аккуратно отодвигаю кутикулу, раскрываю карман. Вот тут сейчас, если приблизить, то видно прям капельки, которые выделяются из кожи. Кожа очень влажная, поэтому я буду работать по присыпке. И присыпку я наношу до подготовки ногтевой пластины к покрытию, то есть до поверхностного опила. Нанесла присыпку, немножечко ее стряхнула и начинаю выполнять поверхностный опил. Поднимаю чешуйки дорсального слоя. Таким образом я классически подготавливаю нашу ногтевую пластину к дальнейшему покрытию, а точнее в нашем случае здесь будет наращивание, потому что все ноготки разной длины, и мы с клиенткой решили сделать все ногти одинаковой длины, красивой овальной формы, для того, чтобы у нас получился такой интересный дизайн. Дальше я работаю фрезой пламя, тупое, с красной насечкой. Здесь, по-моему, 0,21 диаметр. Работаю тоже очень аккуратно, деликатно. Присыпка немного структурирует кожу и, соответственно, абсорбирует лишнюю влагу. Поэтому, конечно же, по присыпке работать гораздо проще и безопаснее. Далее, после того, как я уже подняла кутикулу, подготовила карман, я беру ножнички и срезаю, буду срезать ножницами кутикулу, а потом дошлифовывать аппаратом. Но прежде я еще раз присыпала, потому что пока я производила подготовку ногтевой пластины, пока работала пламенем, присыпка уже полностью вся абсорбировалась, растворилась, и снова появились небольшие капельки даже. Представляете, насколько влажные ручки в этот раз ко мне попались. Эта модель, девушка была у меня впервые, и руки незнакомые, но я справлялась как могла. Дальше я дошлифовываю все микрофоном, и перед наращиванием, перед тем, как наносить подложку, я обезжириваю еще раз достаточно так много спиртом, прям побрызгала спиртом на ногти, и после этого хорошенько прохожусь салфеткой, протираю. Дальше я беру, наматываю салфетку на палочку и прохожусь еще раз хорошо спиртом в пазухах, для того, чтобы убрать, соответственно, лишнюю пыль и убрать лишнюю влагу, если где-то она еще осталась. Вот такой чистый маникюр получился. Дальше рабер базой, в моем случае это имень, я наношу подложку, наношу ее вот таким образом. Сначала такие небольшие капельки ставлю на все 5 пальчиков, и затем круглой кистью от Рублев, у меня 5, я разношу материал втирающим движением полностью по ногтю. Обязательно слежу за тем, чтобы материал попадал на все участки ногтя. Далее примеряю верхние формы, я наращиваю всегда на верхние формы. Это у меня Наяда, по-моему, изгиб Лау, если я не ошибаюсь. Примеряю, чтобы форма была немножечко побольше. И здесь, обратите внимание, я беру кисточку, ту же самую 5, и еще раз валики прохожу спиртом, потому что снова уже начала выступать вот эта вот лишняя жидкость, которая нам не нужна, которая будет влиять на носку. Работаю полигелем от торговой марки «Имень». Прозрачный я взяла, потому что у нас дизайн такой на всех ноготках разный, и в корейском маникюре, в дизайне в корейском стиле очень часто нужны такие полупрозрачные текстуры, поэтому
чаще всего, когда я знаю, что мы будем выполнять тот или иной корейский дизайн, я наращиваю именно прозрачным полигелем. В редких случаях мне может понадобиться полигель молочный или же какого-нибудь камуфляжного цвета. Перед тем, как установить форму, я еще раз на всякий случай прошлась по валикам кистью, смоченной в спирте. Дальше приклеила форму, немного ее зафиксировала у кутикулы, перевернула, разгладила материал изнутри, чтобы было меньше потом пилить изнутри. И так я нарастила все 10 ноготочков. На данный момент я снимаю формы. Вот такая красота у нас уже получилась. Теперь осталось их опилить. Опиливать я всегда начинаю фрезой, а потом уже доопиливаю, соответственно, пилочкой. Фреза у меня обычная, здесь кукуруза, твердосплав. Я ей просто убираю ступеньки, которые остались от формы верхней у кутикулы и у боковых валиков. И прохожусь по поверхности тоже этой фрезой. После того, как прошлась фрезой по всем 10 пальцам, я беру пилку и пилкой дорабатываю форму и немножечко поверхностно опиливаю, придаю немного своего почерка, так сказать, и формирую красивый овал, подпиливаю нижние параллельки. Там, где немножечко все-таки материал изнутри подзатек, я беру такую тонкую фрезу, тоже твердосплавная, с зеленой насечкой, и подвыпиливаю тот материал, который у меня остался под ногтем. Ну и теперь самое интересное. Перехожу к дизайну. Этот цвет я намешала, такого цвета у меня в палитре нет. Вы всегда помните о том, что если у вас какого-то цвета в палитре нет, не надо бегать его искать, можно просто взять и намешать из тех базовых цветов, которые в палитре у вас уже есть. А некоторые ногти у нас будут глубокого вот этого цвета морской волны. На некоторые ногти я нанесла тонкий слой базы камуфляжной, чтобы получить такое тонкое корейское покрытие полупрозрачное. На этих ногтях мне нужны были такие немножечко поярче, такое немножко поярче покрытие, поэтому я на серо-белый такой цвет нанесла тонкий слой базы, опять же, той же самой камуфлирующей. У меня получился такой вот интересный оттенок. И дальше я взяла, у меня есть отдельные хлопья черные, которые для перепелиного яйца. Я их намешала с гелем и наношу сверху на некоторые ноготки, для того, чтобы получился у меня вот такой вот эффект перепелиного яйца. Далее я гелем, густым гелем делаю вот такие вот выпуклые дизайны в виде френча, в виде полоски, в виде вот такой вот, ну, мы это назвали луной или что-то такое, в общем, какой-то объемный такой дизайн. И на указательном пальчике я буду работать втиркой. Вот так вот я наношу топ без липкого слоя. И на него втираю втирку. Хромированная втирка у меня, она тоже немножко с таким теплым подтоном. Очень хорошо бьется с остальными ногтями. Особенно те, которые вот с перепелиным яйцом. И далее там поверхность, где мне нужен дизайн, я закрепляю сверху еще раз топом. Стираю излишки втирки, и получается вот такой вот эффект. То есть достаточно просто это все делается, но смотрится, на мой взгляд, интересно, эффектно, необычно. И далее все перекрываю очень тщательно топом. Вот, собственно, наш результат. Вот такие ногти получились. Они все разные, но интересно сочетаются друг с другом. Моя модель была в восторге. Она пришла с референсом этих ногтей, и мы повторили их практически точь-в-точь. Как вам? Напишите в комментариях, нравятся ли вам дизайны такого рода. Для меня такие дизайны настоящее творчество. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.